Всем огромный привет! Меня зовут Алена, и сегодня я вам покажу, что я делала на днях. Я села, поставила камеру и решила, почему бы не попробовать сделать протею. Ну и на всякий случай ее записать. Я изначально не думала, что я буду записывать даже мастер-класс. Но по многочисленным просьбам я его все-таки выложу. И даже не то, что мастер-класс, а свои эксперименты. Тася, не лезь! Тася! Тася! А ну-ка! Когда-то давно я делала протей из фоамирана. И когда я делала ее из бумаги, я почему-то не подумала, что можно было использовать одну и ту же выкройку. Но одна из моих подписчиц сказала, что она делала протею из бумаги по выкройке фоамирана. Поэтому я ссылку оставлю в описании, как и на видео протеи из фоамирана, также и на саму схему. Ну а у меня в этот раз получилась вот такая протея. Я думаю, если бы я ее делала одного цвета, она, возможно, была бы более интересная и красивая. Но я вот поэкспериментировала и сделала ее салатово-красной, что ли. Но в принципе, думаю, что ее можно будет использовать в какой-нибудь из своих работ. Поэтому сегодня я покажу, как я делала именно эту протею, а вы же экспериментируйте и смотрите тот вариант, который вам понравится больше всего. Ну а до того, как делать свои цветы, я начала залазить в интернет и искать картинки. Мне кажется, что после этого мы более понимаем, как должен выглядеть цветок. Вот так моя протея выглядит вблизи. Я думаю, в дополнение с многими другими цветами оно будет смотреться неплохо. Но я все равно склоняюсь к тому, что красивее будет, если я бы ее сделала одного цвета. Я использовать буду гофрированную бумагу, 180 грамм, это номера 566 и 17А8. Использовать можно любого цвета бумагу, которая вам нравится. Я думаю, если вы делаете вообще букет выдуманный, так сказать, вы можете делать хоть синий. Поэтому смотрите и выбирайте сами. Ну а основу я буду делать из фольги. У меня она размером где-то 4 на 7 сантиметров. И у протеи очень толстая ножка, поэтому я взяла 3 проволоки и буду скручивать их между собой. Соединять между собой я их буду гофрированной бумагой. Вы же можете взять одну проволоку и утолщать ее или салфетками, или даже если у вас есть фоамиран, вы просто делаете ее более толстой. Ну а до этого я приклеиваю ножку к нашей основе и обкручиваю всю нашу основу салатовой бумагой, для того, чтобы у нас ничего не просвечивало. Я просто беру произвольный кусочек бумаги, растягиваю его очень сильно и все хорошо сверху обклеиваю. Смотрите, чтобы ваша основа была проклеена обязательно до середины. Можно и ниже, но просто что верхушка обязательно должна быть вся закрытой. После этого беру отрезок бумаги, он у меня где-то 22 на 4 сантиметра. Я делаю это произвольно, просто маркером немножечко подкрашиваю. И уже после этого я начинаю мелко нарезать. Мои полоски приблизительно по 1 миллиметру. Все хорошенечко нарезаем, ничего не пропускаем, и потом я чуть-чуть слегка их прокручиваю, чтобы они у нас стали более объемные. И уже начинаю все хорошенько приклеивать. Приклеивать я начинаю приблизительно на сантиметр выше нашей основы, и затем постепенно просто спускаюсь вниз. После этого я начала экспериментировать и думать, какого размера мне нужны лепестки. Ну, я остановилась на том, что я сделала 2 первых ряда одинаковых. Размер лепестков у меня получился 1,5 на 6 сантиметра. В итоге мне понадобилось 12 таких лепестков, которые я приклеивала в 2 ряда.
я опять открываю свою фотографию на телефоне и начинаю тонировать наши лепесточки. Я приблизительно смотрела, как они затонированы, и обрисовывала. Вы, если хотите тонировать, берете или маркеры, или фломастеры, или даже масляную пастель. После этого обязательно обратите внимание, где у вас лицевая сторона, и с изнаночной стороны мы начинаем сверху выгибать. После этого я все лепесточки наши приклеиваю друг возле друга. Первым рядом у меня получилось 6 лепесточков, и приклеила их на сантиметр, может даже чуть меньше, выше, чем наша основа. Вторым рядом точно такие же лепесточки, тоже 6 штук, я приклеиваю между лепестками первого ряда. У нас уже получается что-то похожее на протею. И еще основу для протея вы можете брать разную. Если вы посмотрите фотографии, она бывает разнообразная. Поэтому экспериментируйте и пробуйте. Я показываю вам только тот способ, которым воспользовалась я. И, возможно, он кому-то пригодится. Приклеили 2 первых ряда, и теперь делаем еще следующий ряд лепестков. Они у меня уже будут меньше, это 1,5 на 5 сантиметров. Я вырезала изначально чуть больше, это у меня где-то было 2 сантиметра, но они немножечко широковатые, поэтому лучше 1,5 сантиметра. Точно так же подкрашиваю и приклеиваю. И приклеиваю третий ряд лепестков между лепестками предыдущего ряда. И такими же лепестками я сделала 3 ряда подряд. Они у меня получились одинаковые. Каждый ряд лепестков я немножечко спускала вниз. Где-то сантиметр, 1,5, 2. Везде у меня получалось по-разному. После того, как я приклеила еще 3 ряда лепестков, мы вырезаем уже маленькие лепестки. Я вырезала самые маленькие лепестки размером 1,5 на 4 сантиметра. Точно так же их подкручивала, выгибала и приклеивала снизу. Постоянно я приклеивала одинаково. На каждый ряд у меня уходило по 6 лепестков. Ну и в этот момент можно немножко повыгибать сами лепесточки. У протея они такие прям выгнутые, выпуклые. И я немножко выгибаю край лепесточков. Вы же можете при обработке лепестков изначально выгибать их немножко по-другому, не просто растягивать. И у меня получается вот такая шишка. Теперь нам еще понадобятся сами листики. Я их делала из отрезка 2,5 на 7 сантиметра. Делала я 4 таких лепесточка, разрезала вдоль, склеивала, вставляла проволоку, чтобы у нас лепесток хорошо со всех сторон выгибался. Ну и снизу я решила добавить зеленых лепесточков.
но вы же можете этого не делать. Мне просто так захотелось. И, если честно, я не нашла на фотографии, как выглядит именно сам низ протеи. Как-то на всех фотографиях все было закрыто лепестками, но вживую протею я не видела. Я приклеила снизу 4 лепесточка, так как у меня снизу не очень красиво все выглядело. Ну и после этого я тейпирую обычной бумагой, закрывая весь наш верхний край, и уже начну приклеивать сами листья. Вырезаю форму лепестка. Форма у листика похожа на капельку. Выгибаю, немножко растягиваю и уже после этого прикручиваю и приклеиваю к своей ножке цветочка. Использовать количество лепестков можно любое, я же приклеила 4 лепестка. Все хорошо тейпируем, закрываем все неровные края, и наша протея готова. Если вы будете делать по этому мастер-классу, обязательно выставляйте свои фотографии в моей группе ВКонтакте. Мне будет очень интересно посмотреть, что получилось у вас. Так как я не особо довольна на 100% своим вариантом, я буду искать еще альтернативу и буду искать для себя идеальный вариант лепестков и как правильно ее сделать, для того, чтобы она была более похожа на настоящую. Но если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, а также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых видео на моем канале. Пока-пока!